Я Ахмедов Нуры, ветеран связи, большой любитель джаза. Если работа в связи закончилась для меня 4 года назад, то джаз я люблю уже 70 лет. 70 лет. Это пластинка, первая пластинка, это Бенсон. Любовь к музыке, виновато радио. Слушали американский, это American Voice. Виктор Сильвестр был такой. With the Voice of America Jazz Hour. И вот он много рассказывал о музыке, и в том числе о джазе. И конкретно давал сразу музыку, на его историю, там все это про джаз параллельно рассказывал. Ну и так, и самое главное, почему мое поколение внедрилось в джаз, так полюбило джаз. Потому что он запретный был. Он запретный был. Его глушили, нигде невозможно было играть, и никому не разрешали играть джаз. Лозунг, вы знаете, этот известный: сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Ну вот так коммунисты ненавидели джаз. Особенно ненавистен у них почему-то, я не знаю, вот никак не могу найти объяснение, саксофон. Вот саксофон коммунисты ненавидят, прямо как будто это ядерная бомба для них была. Это было, да. И вот тут на почве вот этого запретный плод слаз. Все, началась любовь к джазу огромного поколения. Вот мое поколение начинало, ну, в то время уже были хорошие музыканты. Азербайджанские музыканты уже были джазовые, хорошие музыканты в то время еще. Ну, Тофик Кулиев. Он один из столпов азербайджанского джаза, да? Пирик Рустамбеков. Это все, много еще было. Вы учтите, что первый эстрадно-джазовый ансамбль в Азербайджане создали Ниази. И Тофик Кулиев. Тофик Кулиев играл в лучших ансамблях в России. У нас джаз имеет очень хорошую, интересную историю, и в отличие от наших неблагополучных соседей, которые прилипалы к джазу были. Ну, сейчас у нас джаз, вы видите, в каком состоянии сейчас. Какой-то рывок сделали 15 лет, вот 10-15 лет назад, сделали рывок, сейчас опять все остановилось. Как. Почему не будет джаза? Вот эти ребята, очень хорошие музыканты у нас есть. Да? Причем несколько музыкантов, 5-6 музыкантов, уровень, ну не стесняюсь сказать, мировой. Можете сказать, кто? Конечно, Шаин Навраслы, Исфар Сарабский, Эльчин Ширинов, ударник наш этот мальчик. Прекрасные все ребята это.
понимаете, это ребята уже очень высокого класса. Я боюсь сейчас пропустить кого-нибудь. Там Афган, вот он был несколько месяцев в Америке, вернулся, прекрасно заиграл. Вот только стоило там на несколько месяцев уехать, приехать, послушать, поработать настоящим джазом, приехал хороший, качественный музыкант, понимаете. Это радует глаз. Знаете как, когда молодые джазом увлекаются. Вы помните в джаз-центре, сколько молодых приходило, что творили они там, как они джазом радовались джазу. Ну, сейчас это вот... И потом, почему важно, чтобы джаз имел какую-то свою базу, потому что молодым джазменам необходима площадка. Им нужно где-то выступать для того, чтобы набираться опыта, мастер-класс проводить с ними и так далее. Ну, сейчас, к сожалению, у нас это все на самотек пошло. И, к сожалению, моему огромному сожалению, я ничего не могу предпринять сейчас. Если раньше я имел возможность там, если я имел возможность сказать что-то там, повлиять как-то, финансово где-то оказать помощь музыкантам там, или с инструментами там, и так далее, какое-то спонсорство оказать, я это делал. А сейчас у нас, к сожалению, сейчас я на пенсии, у меня возможностей таких нет. Вот. А государство должно заняться этим обязательно. Во многих странах существует муниципальный театр. Ну, я имею в виду музыкальная площадка, где молодые джазовые музыканты выступают. Ну, вам скажу, уже 30 лет в Санкт-Петербурге филармония джаза, джазовая филармония. И во многих городах европейских особенно очень много таких муниципальных площадок, где джаз играет. Муниципальная площадка чем хорошо, что там экспериментировать можно, да? Вы независимы от того, какой доход у вас будет от зрителей там и так далее. То есть, а за арендную плату не платите там и так далее. Это очень удобная форма. Во всех странах мира, даже в Лондоне я был вот в таком джазовом центре. Так, сейчас мы ее на слабый ход пустим. Ну, и мне вот повезло, я был в Лондоне на концерте Дэйва Брубика. Юбилей был его, и концерт был. Это уникальный был концерт, конечно. Замечательный был концерт. Мне повезло тем, что я начальником, директором был Азеротела. Это английско-азербайджанское предприятие совместное. И каждые там 3-4 месяца мы ездили туда, смету согласовывая, там отчеты и так далее. И я часто бывал в Лондоне. И каждый раз обязательно какое-нибудь джазовое мероприятие посещал. Звук здесь совсем другой, посмотрите. Ну, я, знаете, да, сейчас на пенсии, да, немножко мозги свои разложил по местам, потому что в работе, в такой, в буре, такая буря настоящая, эта работа у меня была. Но я не мог это все сделать. Сейчас я вот где-то несколько месяцев назад стал учредителем общественной организации, неправительственной общественной организации «Друзья джаза». Будем привлекать любителей джаза, будем искать площадку. Может быть, среди любителей джаза кто-то скажет, вот вам площадка, давайте. Не обязательно, ведь все... Какой-то меценат найдется, наверное, тоже. Вот сейчас надеюсь на это. Мы старый сайт Jazz As мы обновили. Вот через 2 дня, через неделю он выйдет уже в интернет. И вот так вот стараемся. Джаз – единственное место у нас в городе,
Я так рад был, меня пригласили, я пришел. Ну, молодые ребята, вот вместе скинулись, взяли помещение. И очень уютно, прекрасно там себя чувствуют. Для меня это бальзам на сердце. Вот что молодые, вот именно молодые ребята сделали такую вещь. И не ради там еды, не ради там чего-то, а ради джаза. И играют там только джаз. Прекрасно, замечательно просто. Я не знаю, насколько им легко это будет выжить, это сложно. Я знаю, что это джаз, нигде в мире джаз себя не окупает. 3-4, может быть, есть таких джазовых клубов мировых, ну, Blue Note, там, Ронни Скотт в Лондоне. Это слишком престижно, и туда элитная публика ходит. И там бутылка Кока-Колы стоит 10 фунтов. Видимо, ниша какая-то образовалась. Сюда вошли, если вы помните, American Voice, фирма эта. Ну, провели они один фестиваль, посмотрели, было здорово. Тулеманс приезжал, тогда вы помните, наверное. Но больше всего меня почему-то, не почему-то, а вполне логично забеспокоило то, что фактически не было азербайджанских музыкантов. Выступали там 10-15 коллективов, азербайджанцев не было наших. Тогда на следующий год, когда они приехали, я был один из спонсоров и первого, и второго фестиваля. Я поставил условия перед ними, что если наши азербайджанские музыканты не будут, я не смогу спонсировать вас. Ну, они долго думали, долго ругались с нами, со мной спорили ужасно. Вот. И тогда я решительные переговоры с ними провели. И они допустили один ансамбль наш тогда. Ну, я тогда очень был огорчен, что наши музыканты не попадают на свой же фестиваль в Азербайджане. Как это может быть? Ну, я на следующий год... Ничего, говорит, у вас нету качественных музыкантов. А были довольно приличные Салман Гамбаров, Джамиль Амиров. И еще многие-многие были там. У нас музыканты хорошие. Мало было тогда, конечно, но были хорошие музыканты. Вот. А на следующий год, когда они приехали, мы сказали, мы не дадим фестиваль проводить. Пока половина команды выступающих не будет наших музыкантов, из наших состоят музыкантов, не допустим. Ну, они сказали, знаете что, тогда идите сами проводите фестиваль. Ну, пришлось его перенести немножко, но провели, прекрасный фестиваль провели. 1, 2, 3 фестиваль. Вы помните, по 2007 года фестиваль вошел в рейтинг европейских фестивалей, 20-ку. Это был совершенно большой успех. Это был. Скажите, кто был в гостях? У нас тогда Гербер Ханков был, Азиза была, много было. Я сейчас Билли Кабан был, Кабан и так далее. Ну, что такое фестиваль? Вот, дикий был, во-первых, ажиотаж. Вы помните, сколько людей. Мы принципиально цены не поднимали. 15-20 манат был во дворец билет. Да? Это специально делали для того, чтобы привлечь молодежь, молодых людей. А с консерватории мы вообще по студенческому билету пускали. Это, конечно, сыграло свою роль. Вот этот толчок джаза получился тогда хороший. Джемсейшены какие были интересные? О, джемсейшн это вообще невероятный. Очень долго потом наши джемсейшны обсуждались в западной прессе через этого Хайрам Балак. Он умер, к сожалению. Вот то, что на сцене там потом лег, и Денис Джанат с ней пел. Это, он говорит, я в жизни, говорит,
несколько раз я участвовал в джем-сейшене, а тут джем-сейшен я просто так увлекся, говорит, что перешел все рамки. Ну, очень интересно это было. Это очень увлекательно, интересно. Не для меня. Для меня, понимаете как, хочу услышать какой-то концерт, я имею возможность сесть, поехать, послушать, вернуться. Для людей, мне жалко, что люди не могут слушать джазовую музыку. Особенно молодежь жалко. Вот эта вот музыка, которая монотонно убивает и слух, и вкус, и интеллект. Я не могу видеть это, понимаете? Мне тяжело очень смотреть на такие вещи. Ну, это Билли Кабан, потрясающий ударник. Сейчас он ударными инструментами он лечит аутизм, знаете? Серьезно? Да. Ударными инструментами специально курсы у него, он лечит аутизм. Ну, лечит, не говоря, облегчает, да, аутизм не лечится, да, как вы знаете, да. Вот последний, скоро вот в Вагифа будет концерт юбилейный, да, не Вагифа концерт, а его памяти, да. Вот этот диск, этот концерт организовывает его сестра двоюродная, Афа Ханум. Это впервые я вижу, чтобы с нотами были это самое. Это прекрасно, кто-то на ноту переложили все. Вот Вагифа диск, а вот с подписью. Да. Эльза, по-моему, или он подписали. Вагиф Мустафа Даде. Богатейшая коллекция мугама. У меня богатейшая коллекция простого джаза, классика джаза. Вот это все джазовая музыка коллекционная. У нас отец очень хорошо разбирался в музыке. Несмотря на то, что он был государственным деятелем, никакого отношения к музыке не имел, он очень хорошо разбирался в мугаме. И нам он прививал мугам. Вот разные лады он рассказывал. Вот это вот весна, вот это вот любовь, вот это вот музыка, которая тебе, это вам вот, по эмоциям даже спрашивал. Вот ему играет мугам. Как ты вот, что ты можешь воспринять, как ты воспринимаешь это? Он нам привил мугам, и мы три брата, все мугам очень любили. И когда джаз уже, он не вытеснил. У меня джаз в голове во мне не вытеснил мугам. Я поэтому в восторге бываю всегда от Вагифа музыки, там, где он совместил и мугам, и джаз. Потому что настолько азербайджанская музыка подходит к джазовой, вы даже себе не можете представить. В азербайджанской музыке, вы знаете, идет тема, потом импровизация, голосовая или инструментальная, и потом опять тема. То же самое в джазе. И причем в ритмике, музыканту, даже никогда не игравшему джаз, азербайджанский мугам, он может играть как свое, понимаете? Пропаганда мугама во всем мире через музыку, которая доступна западному зрителю, к которой он привык, через джаз. Вот многие ансамбли сейчас, благодаря нашим ребятам, многие ансамбли в мире включили в свои репертуары там азербайджанские мелодии. Сары Гялин, там, мелодии. Эти мелодии они услышали через наших джазовых музыкантов. Разве это не прекрасно? Это здорово. Мугамный концерт хороший, западный зритель может один раз послушать, да? И очень
понравится ему, он скажет, да, вот это красивая музыка, какая азербайджанская. А второй раз он уже не пойдет. Это непонятная для него ни музыка, ни язык, да? Она красивая просто. Ее один раз воспринял, услышал, это все. А джазовая музыка, это тот же Сарыгялин в 20 вариантах играется. И настолько у нас ладная музыка, настолько добрая, теплая музыка, она перекладывается и на джаз, и на симфонию, на что хотите, понимаете? Особенно народную, да, я имею в виду народную музыку. Вот так. И поэтому джаз, мугам, это у нас многие играют сейчас, вы знаете это. Особенно молодые ребята. И для меня это бальзам тоже на сердце. Я не могу, когда классика джаза, это на ней учиться джазу играть. Джаз играть надо. Классики. А уже импровизация, концертная деятельность, уже вот смешивать эти два стиля очень было бы здорово. Кстати, очень хорошо интерпретировал азербайджанскую музыку и ее смешение с джазом Рафик Бабаев. Очень хорошо. У него тоже очень здорово получалось. Ну, два великих у нас таких джазменов. У нас, к сожалению, пока не умрешь, тебя великим не признают, да? А можно вспомнить Эмиля Ибрагима тогда? Конечно, конечно. Это был славный человек, великолепный музыкант. С прекрасной подготовкой. У него школа прекрасная была. У него родители музыканты были. У него прекрасная школа была. И, как оказалось, потом, вы помните, он директором джаз-центра был, прекрасные организаторские способности. У него очень хорошие способности, большие способности были. Но, к сожалению, видите, как такая тяжелая болезнь унесла его. Ну, мы его диски, 2 диска издали мы. У нас есть их диски. 2 диска есть его. Есть видеозаписи. Вот на сайте Jazz.az вы можете увидеть, там много записей есть. Старых записей. Вам будет интересно даже, как в 2004, 2005, 2007 году были джазовые фестивали, как проходили. Увидите молодых музыкантов, которые сейчас все уже прекрасно знаете, какие они были робкими. Да, это большая гордость и радость. У нас это не для меня только, вот для народа. Вот такие ребята должны быть гордостью для каждого азербайджанца. Потому что, ну, возьмите так, в те годы, да, неофициальный чемпионат мира в Монтрео, да, джазовый фестиваль. Это считался или считается, это неофициальный джазовый фестиваль. Наши ребята 1 место заняли, 2 место заняли и 3 место заняли. 3 года подряд. Сначала один завоевал 3 место, потом 2 место, и потом 1 место, когда уже получил Исфар. Это мир перевернулся, понимаете? Все начали искать, что за Азербайджан, там, что за музыканты оттуда вылазят. Такие. Это очень уникальный и пианино, которое стояло у нас в джаз-центре, можно сказать, такое историческое уже, хоть и 10 лет ему всего, 10 лет всего стояло. Вот. Но на нем играли выдающиеся музыканты азербайджанские, наши джазмены, и молодые, и старые, и ветераны, зарубежные музыканты, даже Эрби Хэнкок на нем играл. Так что это инструмент для меня не столько инструмент, сколько реликвия какая-то, да.
Hava düzələn deyir.